Доброе утро. Почему тяготею, не знаю. Не хочу рассказывать. Просто не хочу рассказывать, и все, надоело мне это рассказывать. Не хочу рассказывать. Почему я тяготею, не хочу. Мне душно про это рассказывать постоянно. Я просто не хочу. Я устал. Почему? Да почему? Да по качану. И по кочерышке. Как говорят, почему? Да по качану. Надоело. Почему чкают? Все вопросы да вопросы. Почему да почему? Надоело. Устал я отвечать на эти вопросы. О чем тогда можем говорить? С тобой ни о чем. Иди гуляй. С тобой уже не о чем говорить. Иди говори с кем-нибудь другим, если ты не знаешь, о чем говорить. Правильно? Иди поговори с кем-нибудь другим, если тебе не о чем со мной говорить. Тогда что ты тут время тратишь? Найди занятие какое-нибудь и говори. Только время мое и свое занимаешь. Пойди погуляй. Я тут все-таки как-никак копеечку зарабатывать пытаюсь. Меня можно понять. Мне за карбюратор 8000 отдавать я занял. Чего карбюратор? От Ригуль Мото, от моего 300-кубового Турандуров. Я 21 000 на штатном говневом карбюраторе проехал. Потому что мозги парит. И парить начал мозги еще больше. Я его чистил. Я заказал за 8200 карбюратор Ниби от производителя, от именно от магазина Ниби, да. Слушай, а что со злобой? Ты мне сказал, о чем тогда говорить? Ты не знаешь, о чем говорить, так иди гуляй. О чем тогда говорить? Уж поверь, мы о чем-то говорим тут сидим. О чем тогда говорить? Ну ни о чем не говорить. Тогда не говорим ни о чем. Если не о чем тебе говорить, тебе надо о чем-то говорить. Или то, что ты хочешь, я должен говорить. Да то выводит о чем говорить тогда? Ну я не хочу говорить об этом индуизме. Ты меня достали с этим индуизмом. Если бы ты не сказал это слово, о чем тогда говорить? Но ты это сказал, о чем тогда говорить? О карбюраторах. Мы говорим о карбюраторах Ниби. Ну все, вопрос, ответ. Мне пофиг. Хочешь смотри, хочешь не смотри, мне посрать. Хочешь обижайся. Хочешь что делай, что хочешь. Только не парь мне мозги. Не отмазывайся. Не нравится, не смотри, нравится, смотри. Не о чем говорить, значит не говори. Есть о чем говорить, значит говори. Да вообще тихий, спокойный был, пока, вот с этим вот о чем с тобой говорить. Вот меня в это выбесило. Сидел спокойно вообще, равномерно общался, пока вот этот вот не влез. Со своим о чем тогда говорить. Да не скидывай больше донаты. Ты меня донатами попрекаешь. Да иди гуляй ты со своими донатами. Донатами он меня попрекает. Спасибо тебе за донаты, больше не скидывай. Все, пока. Донатами он мне попрекает меня. Донатами. Начал уже на донаты переводить. Донату я присылал. Молодец, спасибо тебе от всей души. Все, гуляй, Вася. Донаты он вспомнил. Хоть бы промолчал про эти донаты. Молодец. Иди гуляй. И больше мне твоих донатов не надо. И тебя здесь тоже не надо. Я вообще не злой. Я просто спалил. Чувак начал донатами прикрываться. Ой, какой я хороший, я донаты присылаю. Вот это в твоем самая большая ошибка. Молодец, больше не присылай. Все, мы разбежались. До свидания. Пока. Донатами он меня попрекает. Хоть бы про донаты про эти промолчал. Я же донаты давал. Вот и вся суть. Не прет, когда мужики начинают попрекать. То, что он донаты давал. От этого твой большущий промах. Неискренне, значит, давал, если попрекаешь. Иди другому кому-нибудь давай. Я не злой совершенно. Это тебе так показалось. Ты злых не видел. И не дай Боже тебе этих злых увидеть. Так что, прости, братан, ты спалился. Ты начал про донаты, какой ты давал донаты. Мог бы сказать, да ладно, проехали, чувак, все нормально, бывает. Я же донаты давал. Вот это вот не по-мужски. Я тебе просто говорю. Ты попрекнул, что ты донаты давал. Не по-мужски. Попрекать. Молодец, ты делал хорошее дело.
Но ты начал этим попрекать, манипулировать. Ай-яй-яй-яй-яй. Посмотреть, что нервная работа у блогера иногда сорвался. Да, я же донаты давал, я же хороший. О, какой ты. О, ты какой, да? Донаты давал, я же хороший. Я же классный. Молодец какой. Только вот это вот тебя спалило, что ты донаты давал. Мог бы и промолчать. Начал спекулировать своими донатами. Вместо того, чтобы сказать, да ладно, мужик, проехали, все нормально бывает, я тебя понимаю, работа нервная. Я же донаты давал. Я же хороший. Вот в чем дело, понимаешь? Не давай больше. Это была твоя большая ошибка. Больше ее не повторяй. Можешь думать, что хочешь. Все, хватит оправдываться. Смотри других блогеров. Там более интересные блогеры, надеюсь, будут тебе улыбаться. Будут тебе улыбаться там и говорить комплименты. Хорошо? Иди там, где говорят комплименты. Ты же ждешь комплиментов. Здесь комплиментов нет. Тут тебе жопу никто не будет вылизывать. Не о чем общаться. Иди общайся в другое место. О чем тогда общаться? О карбюраторах мы общаемся. Иди туда, где подписчикам жопу целуют. Тебе же видно. Человека выдрачивают тут одни за другими. Что ты продолжаешь? Что ты продолжаешь эту канитель? Тебе видно, что у меня работа психованная. Что ты продолжаешь? Я просто не буду отвечать на эти тупые вопросы. Вот и все. Со стенами что буду делать? Белить. Что я себе с ними буду делать? Белить. Сначала старые обои сделать. Самое муторное. Потом буду белить. Белить, штукатурить. Белить и штукатурить. Белить и штукатурить. Просто мне скучно. И я включаю онлайн. Чтобы было не так скучно. Да, с водичкой и шпателем. Абсолютно правы. Просто у меня нет почти друзей, мне не с кем общаться. Я общаюсь с вами. Общаться хочется, общаться не с кем. Хочется делать что-то и общаться с людьми. Делаю и общаюсь. Не сказал бы, что вы мои друзья, вряд ли. Но зрители, да, но друзья нет. Я бы не назвал вас друзьями. Хотя есть люди, которые прямо стали друзьями в Ютубе. Прям удивительно. Вот есть такие, которые прям стали друзьями. Да что-то я сижу, ни черта не делаю, деградирую, сижу. А потом подумал, что я деградирую? Иди лучше сюда, здесь деградируй, делай ремонт. Лучше ж так деградировать, чем деградировать, сидя ничего не делая, правильно? Деградируй, так уже с пользой, чем деградировать без пользы. Деградировать как с музыкой. Тут хоть меньше похоже на деградацию. Она не оранжевая, она персиковая. Где вы там увидели оранжевое, я вообще не понимаю. У вас что, дальтонизм, что ли? Надо к доктору обследоваться. Смотрите на дальтонизм. Она персиковая. Ой-ой-ой, тут штукатурка. Вообще дерьмовая, блин, вообще, кто здесь ее штукатурил, эту комнату песком какие-то. Ну реально песком штукатурили. Штукатурили песком. Понимаете, каким-то песком. Штукатурили стены. Реальным песком. Штукатуренная песком. Так штукатурка, я не видел, чтобы так штукатурка песок. Это будет мотомастерская. Здесь я буду... Ой-ой-ой. А эта стенка вообще шевелится. Ну да. Лучше ее не трогать. Она обрушится нахер вся. Лучше ее замазать. Видите, много.
Счастливо. Что значит? Все сырое. Тут только капец. Капец. Что? Я знаю, да, хорошо. Это мама меня там позвала. Так, а что я музыку не слушаю? Потому что у меня музыка там. Ну так вот, лучше что-то делать, чем ничего не делать, правильно? А иногда надо себя заставить что-то делать, потому что хрен что будешь делать. Сидеть лениться. Все начать что-то делать. Понятно, переехал. Ну, поздравляю. Поздравляю. А я вот штукатурю, делаю эту мастерскую для мотоциклов. Мне правда лучше это не трогать, это бесполезно, это будешь отколупывать и отколупывать до бесконечности. Ты даже обои не поздираешь. Тут настолько стены хлипкие, их надо замазать. Но лучше здесь что-то делать, чем просто сидеть, правильно? Я хоть что-то делаю и общаюсь, чем просто сидеть. И так меньше злюсь, когда работаю. Когда не работаю, я злюсь. Меньше работаю. Работа кропотливая, работа долгая. Но работать надо. Труд облагораживает. Надо щетку здесь чищать. Это вот, эта стена самая противная. Все остальное замажу. Кое-как. Мне не надо красоты. Ну уродства не надо. Понимаете, какой прикол? Какой прикол? По причине тоже мама заболела и как-то уже вошел в это. Там Лисья бухта, там палатки, там люди, там море, там Коктебель, там тусовки, там все. А я сижу тут. Может, в Феодосии, вот сейчас сказать, вот тупо вот не с кем общаться вот в этом городе. Вся моя движуха Лисья бухта, Коктебель. С кем я могу болтать? С людьми. И вот сидишь и понимаешь, что лето на твоих глазах просто тупо смывается куда-то в унитаз. И ты не то, не сё. И я понял, елки-палки, надо же, сидел, надо же продолжать мастерскую делать. Ты хоть, по крайней мере, делом занят. Ты хоть делаешь себе, пока тепло, уютно. Поэтому я подумал, я столько времени, но, ребята, так бывает, что иногда наступает какая-то депрессуха, лень. Ну так мы устроены. И никогда не надо себя винить, то что ты встал и начал делать поздно. Ой, почему я не делал это летом? Не вините себя, что вы делаете поздно. Блин, ну так мы устроены. Бывает. Просто скажите. Все, я начал делать. Отлично. Не надо говорить, ой, надо было раньше. Надо было, правда, раньше. Но я хоть комнату сделал. Потому что давно посидел тут. Ну ладно. Всяко бывает в жизни. Главное вовремя очухаться. Так сижу, фигней страдаю, на людей злюсь. Из-за лени злобствовать начинаешь. И людей начинаешь не за хер собачий злиться. Ну бывает. Умный человек поймет. А труд, начинаешь трудиться, начинаешь в человека превращаться.
А без труда ты деградируешь. Человек как устроен. Тем более делаешь мастерскую для мотоциклов, правильно? Тем более есть что делать. Мотоцикл. Вот я сидел, потом думаю, какого хрена? А так и с физкультурой, и с зарядкой, и со спортом. Мотивацию сам себе создаешь. Никто тебе мотивацию не создаст. Никто твоей мотивацией не займется. Никто тебе толком... Ну, может, да, бывает, людям везет там с мотивацией. Находят там себе женщину, начинается мотивация. А когда, ну, никого не находишь, ты же не будешь ждать. Ты думаешь, елки-палки. Раз тебе не идет мотивация, раз тебе не идет, значит, мотивируй сам себя. Никто тебя мотивировать, значит, не будет. Только ты должен себя мотивировать. Так Господь решил, чтобы ты себя мотивировал. Кто умеет сам себя мотивировать, не без женщины, там, например, то ты герой, ты, кстати, на высоте, ты круче. Ты умеешь сам. Не каждый мужик умеет сам. Они поэтому ищут себе жен, союзниц, спутниц, чтобы им было легче мотивировать жизнь. А когда ты один, попробуй промотивировать свою жизнь, чтобы трудиться. Трудиться — это самое лучшее, это самое единственное, что у нас есть. Я вам скажу. Труд — это охеренная штука. Тем более, когда у тебя все условия есть для труда. Все есть. Я завтра иду на дачу. Дачу убирать. Уборку на даче. Завтра у меня уборка на даче. Завтра еду на дачу. Завтра операция дача. Но без стрима, там нет роутера. Надо туда роутер покупать. Рождение новой комнаты. Рождение мотомастерской. Своей. Наконец-то. Своя. Здесь когда-то был. Здесь когда-то была. Здесь я Днепр делал. Здесь была мотомастерская. Здесь она была очень давно. В конце 90-х здесь была мотомастерская. Это мастерская моя бывшая. Когда я жил у родителей, здесь я делал мотоцикл свой. Это моя мастерская. Потом она стала комнатой для отдыхающих. Теперь она становится опять моей мастерской. Моя мастерская возвращается. Через много-много лет. Здесь я буду вести стримы и херачить свой старый мотоцикл. Так будет веселее. Кто раскидал тут мусор, а? Кто раскидал мусор? Кто мусор раскидал? Подлюка! Кто мусор раскидал, а? Голодная штука. Ваня! Скучный стрим, нахер сабборд. Если скучный стрим, в бан. На собаку ругаешь, мусорку перерыла. Скучный стрим, в бан, сразу говорю. Если кто пишет скучный стрим, улетает в бан. Потому что вам тут не место. Я не рабочий по найме, чтобы кому-то что-то делать. На работу должен себя. Всегда. Нет, стены будут не оранжевые, а персиковые. У меня нет нигде оранжевых стен, запомни. Персиковые стены. Надо к врачу сходить, проверься на дальтонизм. То есть тебе стены персиковые кажутся оранжевыми. Что-то у тебя цветовосприятием барахлит. Хотя это уже не лезет. Дальтонизм неизлечим. Мне больше нечем заняться, чем стены в оранжевый красить.
Почему тебя оскорбляет? Да пошел ты нахер. Пошел нахер, чтобы я тебя здесь не видел. Оскорбляет его. Иди гуляй. Сам иди и делай ремонты. Я не нанятый рабочий, чтобы делать ремонт. Так что здесь будет все в персиковый, так же. Мне цвет нравится. Я сюда затащу кресло-кровать. Кресло-кровать. А там будет офисный стул на колесиках. Там будет чисто стримерская. Здесь тоже будет стримерская. И здесь я куплю эту ветровую пушку, так называемую. Ветровая пушка. Ну это такой же обогреватель, только ветровая пушка называется. Вот здесь, кстати, буржуйку классно сделать. Вот я подумал об этом. Вот здесь буржуйка, да, будет в тему. Топить можно старой мебелью. Топить можно старой мебелью. Вот уже какие-то сдвиги пошли. Уже, по крайней мере, пространство начинает очищаться и быть готовым к ремонту. Уже на душе легче. Уже убран мусор. Мусор давит на психику. Пойду еще вынесу. Ой, тяжело. Заштукатурить эти обои. Заберите их нахер. Это, конечно, отдирать эти обои. Вот кто клеит обои, блин, ненавижу эти обои. Их потом надо отдирать. Трэш. С этими обоями, бля. Я так мучился с этими обоями. Никогда больше этих обоев не будет здесь. Последний раз и на кухне еще убирать мне эти обои сраные. Что за прикол с этими обоями? Не понимаю, кому нравятся эти обои. Советская какая-то мода. И опять тишина. И опять сидят и смотрят. Что вы смотрите? Я не понимаю. Ребята, вот объясните мне. Вот вас смотрит 16 человек. Нахер вы смотрите, когда молчите? Что это за прикол? Вот объясните мне. Зачем смотреть стрим, сидеть и ничего не говорить? Вот я не понимаю прикола. Может, что-то мне непонятно, может, это я отстал от жизни. Бан, тебе бан, тебе бан. Вот тебе как раз-то тут бан. И больше тебе писать точно нельзя. Тебе бан. Сам попросил. Не знаю, ребята пишут, и никаких банов нет. Больше можешь не писать, не утруждайся. Правильно? Еще кому бан? Обращайтесь. Организуем. Вон ребята пишут, и годами никаких банов нету. Задумайтесь, почему. Может, умеют общаться. Они пишут всякую херню. Лучше бы делом занялись, как я. Сидят некоторые, штаны протирают, хоть бы погуляли. Погода, лето. Тут вообще жопа. Слушай, ну а что делать? Надо отдирать. Жарко, трындец. Жарко не то слово. Тут на море поехали. Все штаны мокрые. Шорты мокрые. Но надо работать. Или в магазин сходить сейчас, купить песка. Это надо на мотоцикле ехать. Ладно. Пока помедитируйте на дворик. Я пойду за мусор вынесу. Помедитируйте на наш дом, на дворик. А я пойду мусор выкину. Мама.
Просто когда вам станет 53 года, вы поймете, что такое. Когда мне было 25 лет, я думал, что друзей становится очень мало. Где хоть какие-то люди есть, с какими-то людьми хотя... Да и денежку зарабатываю еще, к тому же. То есть 2 зайца убиваю. И денежку еще зарабатываю слегка. Вообще шикарно. И общение есть, и денежка. А так вообще без интернета было бы, конечно, печально. Так хоть у меня есть с кем поболтать. Ну вот, видите, стримы, они вас от одиночества избавляют. Вас стримы избавляют от одиночества. Ну ничего, прорвемся. Только собака такое от одиночества, ты к нему начинаешь привыкать. Как я пришел к музыке, не знаю, как я пришел к музыке, не понимаю. Как я пришел к музыке? Какой музыке? Я музыку слушаю давно уже. Не надоело что? Музыка не надоела? А что мне должно надоесть? Что мне должно надоесть? Нет, мне не надоело. Я ж блогер, мне же нужно быть постоянно на стриме. Не, мне нравится. Я уже без стримов не могу. У меня уже зависимость от стримов. Я уже одержим стримами. Будут цементные работы. Я что-то сидел. Что-то какая-то лень меня посетила. Думаю, нахер я сижу. Вот, кстати, уже давно той комнатой занимался бы. Ну ладно, что сделано, то сделано. Сижу дома, так работай тогда. Время еще есть. Че время порожняком гонять? Правильно? Вон комнату сделал, надо еще подвесить себе картин привезти. Да дачу освободить. Завтра я на дачу поеду. Все, 25-го поеду работать на дачу, а завтра я комнату доделаю. Лучше здесь доделаю уже, все побелю, и все, и закончу. Как тебя там? Слушай, человек, тебе не задолбало тупые вопросы вот сидеть задавать? Вот честно сказать. Ну это ж тупость какая-то. Вот, ну зачем вот, зачем ты вот, это вода полная, к чему к чему эти тупые вопросы, попугая? Вот подумай сам, вот к чему? Зачем? Какая продуктивность от этих вопросов? Что ты получишь? Что ты получишь от этих вопросов? Что ты реально получишь от этих вопросов? Какое знание ты хочешь получить? Зачем ты тратишь свое время на тупые вопросы? Объясни мне. Драгоценное время. Я не похож на пирата совершенно. Я просто не понимаю, зачем тратить время на эти тупые вопросы. К чему они? Что они вам дают? Чушь какую-то, какие-то попугаи. Нахера мне это все надо? Задавайте вопросы по теме, задавайте вопросы по жизни. Что за вопросы тупые? Что неужели нет вопросов каких-то нормальных, человеческих вопросов, жизнеутверждающих, которые вам могут пригодиться? Перед вами человек с жизненным опытом. Херню какую-то попугая. Сколько тебе лет? Вот сколько тебе реально лет? Вот скажи, сколько тебе лет? Сколько тебе реально лет? Вот. Скажи только не преувеличивай. Слушай, 22 года, а в голове такие опилки у тебя. Чувак, 22 года. Уже семьи заводят. Ты про попугаев спрашиваешь. Про каких-то пиратов. Тебе 22 года, ёханый бабай. Мужик, уже мужик взрослый. Ты спрашиваешь, как будто тебе 14. 12. Какие 14? 12. Выключай эту тему. Какие попугаи, какие флинты. Аудиенция закончена. Иди отдыхай. Так, ладно, перезапускаю. Пошло, отлично. Я хотел перезапустить. На какой байк я собираю? А только хотел перезапустить стрим, думаю, никого нету. На какой байк я собираю? Я собираю на байк? Серьезно? Я не осилю 777 тысяч насобирать.
Это так было просто, не знаю, эмоция. Хочется быть богатым человеком, покупать себе байки. Мечта покупать себе все, что захочу. Поэтому иногда очень сложно насобирать мне эти деньги. Тем более деньги сейчас могут в фантики превратиться. Если бы стабильность была какая-то, все дорожает. Мотоцикл стоит 300 тысяч где-то. Такой, но собирать это очень долго. Плюс поездка, оформление мотоцикла. Вот это уже не так много, но все равно. Это так были просто, как эти, мечты. Что бы ты ни взял, а все равно мечта, эту Хонду Стит или Шадов, мечта остается. Может быть, когда-нибудь стану богатым. И куплю мотоцикл своей мечты. У меня неплохой мотоцикл есть. Идем проводить цементные работы. Блин, зуб попало что-то. Мне же веселее. Я порядок навел. Ой, как хорошо стало. Вот это другое дело. Так, начнем. Вот с этой. С чего-то надо начать. Ой, я же испугался. Работа у меня сегодня серьезная. Прям серьезная. Серьезная работа. Ай-яй-яй-яй. Серьезная работа у меня. Подсохнет, схватится, сделаем замесик. Пока пойдемте с вами убирать в гараже, подметать. Подметание в гараже. Собака тут зашерстила все. Кто раскидал тут мусор, а? Кто раскидал мусор? Мама взяла эту собаку, блин, а от нее шерсть просто вагон просто. Продолжаю ремонт комнаты. Привет всем, добрый вечер.
Мешаю цемент с песком. Буду сейчас продолжать. Я в другой комнате в Лимянке делаю, еще раз говорю, делаю, мастерскую. Не видно, что это другая комната? Не, я не читал. Я новости больше не смотрю. Я отказался от новостей полностью. Я ж видео прислал. Полный отказ от новостей политических. Полный. Полный отказ. Меня больше не интересует, что там происходит. Я хочу спокойно пожить. По-человечески. Без этого брака. Без этого мрачняка хочется пожить. Мне даже сюда продвигаете этот мрачняк, чтобы я знал об этом. Видите, как работает система, информации. Вы пытаетесь мне сейчас это протулить, видите? Вы пытаетесь мне впарить. Да, просто я заметил, что люди пытаются впарить новости тебе. Как бы все равно ты должен знать об этих новостях. То есть работает пропаганда так, политическая, что ты должен знать о новостях. Тебе другие говорят, ты никуда не уйдешь от новостей. Ты обязан. А мне так хочется не знать. Так хочется побыть в неведении новостном. Я так устал от этого всего. Побыть в новостном неведении. Ну да. Но это ж круговая порука. Мы же хотим друг друга ткнуть носом в новости. Это же система, так работает Вавилон. Мы должны друг друга тыкать носом в эти новости. Слава Богу, хоть имеем право, не заставляем. Не знаю, что делать уже или заканчивать на сегодня. Да, буду заканчивать уже на сегодня. Блин, я не знаю, что как-то стрим сегодня. Ладно, давайте, всем добра, увидимся. До новых встреч.